Всем привет, приветствую на канале. Сегодня мы будем менять ремкомплект тормозного суппорта BMW X5 E53 кузов. Так выглядит ремкомплект заднего тормозного суппорта. В нем есть уплотнительное кольцо тормозного цилиндра, пыльник тормозного цилиндра, две резиновые втулки для направляющих суппортов, номер ремкомплекта по Френкит 242029. Этот ремкомплект предназначен для установки на задние суппорта. После того, как мы открутили колесо, приступим к откручиванию тормозного суппорта. Перед тем, как откручивать тормозной суппорт, зачистим его металлической щеткой. Далее снимаем удерживающую скобу тормозного суппорта. Снимаем заглушки направляющих суппортов, верхняя и нижняя. Откручиваем верхнюю направляющую тормозного суппорта. Снимаем верхнюю направляющую тормозного суппорта и откручиваем нижнюю направляющую тормозного суппорта. И снимаем нижнюю направляющую тормозного суппорта. Далее снимаем пыльник штуцера прокачки тормозного суппорта. Также можем сразу снять датчик износа тормозных колодок. Полностью снимаем пыльник. И зачищаем металлической щеткой штуцер прокачки. Далее наносим ВД-40 на резьбу штуцера прокачки тормозного суппорта. Далее нам понадобится головка на 11. И откручиваем штуцер прокачки. Отлично. Поджимаем. Снимаем суппорт тормозной. Сейчас нам нужно будет сделать несколько качков педалью тормоза, для того, чтобы тормозной поршень полностью вышел с посадочного места. Снимаем тормозную колодку и делаем несколько качков педалью тормоза. Очищаем универсальным очистителем тормозных систем. Сейчас поднимем пыльник и посмотрим, в каком состоянии тормозной поршень. В точке прилегания пыльника есть уже ржавчина. Далее зачистим болт тормозной трубки металлической щеткой. Нанесем на него ВД-40. Далее нам понадобится головка на 11. И откручиваем болт тормозной трубки. Пока подожмем. Сорвали, отлично. Промоем смывкой. Итак, сейчас мы выдавим тормозной поршень. Сейчас я подфиксирую тормозной суппорт при помощи проволоки. И фиксируем его за верхний рычаг. Отлично. Теперь будем делать несколько качков для того, чтобы тормозной поршень вышел с посадочного места. Тормозной
поршень уже полностью вышел. Сейчас мы открутим тормозную трубку и заглушим ее при помощи болта и гайки с двумя шайбами. Откручиваем. Сливаем остатки тормозной жидкости с тормозного суппорта. Видно грязь. После того, как мы сняли тормозной суппорт, нам нужно снять тормозной цилиндр с посадочного места. Так он выглядит. Здесь есть ржавчина. Сейчас просмотрим сразу его состояние. Есть ли там раковины. Так выглядит старый поршень после очистки. На покрытии поршня есть вот такие раковины. Устанавливать такой поршень обратно нельзя. Устанавливать будем новый поршень. Размеры поршня. Диаметр 42. Высота 52. Так выглядит новый тормозной поршень. Далее снимаем пыльники. Начнем с пыльников направляющих. Так, нажимаем на пыльник, складываем его и выводим с посадочного места. Теперь пыльник можно снимать. Так, сейчас мы его протрем. И второй пыльник. Устанавливаем отвертку, нажимаем на пыльник, складываем его. И выводим с посадочного места. Так, откладываем его. Далее нам нужно снять пыльник тормозного поршня. Приржавел уже. Пыльник нужно ставить новый. Так. И далее снимаем наш манжет тормозного поршня. Так выглядит манжет. Под манжетом много ржавчины. Эту ржавчину сейчас нужно всю вычищать. Также ржавчину нужно вычистить и под посадочным местом пыльника. После того, как мы очистили внутреннюю часть поршня, приступим к очистке наружной части. И очищать будем при помощи щетки по металлу.
Далее нам понадобится наждачная бумага P240. Нам нужно пройти места посадочные пыльников направляющих. Далее нам нужно промыть отверстие штуцера прокачки. Так выглядит внутренняя часть тормозного суппорта после очистки. Далее приступим к установке ремкомплекта тормозного поршня. Сам поршень. Далее распаковываем наш ремонтный комплект. Первым делом мы устанавливаем уплотнительное кольцо тормозного цилиндра. Устанавливаем уплотнительное кольцо вовнутрь тормозного суппорта. Так, проверяем. Так выглядит уплотнительное кольцо в установочном месте. Далее приступим к установке пыльника нашего поршня. Для этого нам нужно установить сам пыльник в посадочное место тормозного суппорта. Немножко наносим тормозную жидкость на уплотнительное кольцо тормозного поршня. Далее устанавливаем пыльник тормозного поршня в суппорт. Нужно попасть в канавку. Проверяем. Просматриваем. Добавим тормозной жидкости. Добавляем тормозную жидкость. Заводим тормозной поршень в посадочное место. Резинку выводим. Так. Подводим ее вверх. И аккуратно устанавливаем поршень в посадочное место. Так, поршень на месте. Сейчас еще раз проверим. На месте. Далее нам нужно установить на место пыльники направляющих суппортов. Наносим смазку на пыльники направляющих суппортов, на наружную ее часть. Это монтажная смазка. Так, одна и вторая.
Заводим. Пыльник на месте. Устанавливаем второй пыльник на место. До конца. Так, проверяем. Отлично. И проверим направляющий тормозного суппорта. Отлично. И второй. Отлично. Так, я полностью выдвинул тормозной поршень. Сейчас мы проверим посадочное место резинок. Все на месте. Так, приступим к установке тормозного суппорта. Зажимаем. Так, обожмем ее еще, когда суппорт будет на месте. После того, как мы прикрутили шланг тормозного суппорта, устанавливаем тормозной суппорт на место. Устанавливаем наружную тормозную колодку. Фиксируем ее. Заводим суппорт в посадочное место. Устанавливаем направляющие суппортов, верхнюю. Поджимаем. Так, одна. И вторая. Поджимаем. Готово. Устанавливаем пружину на место. Далее нам понадобится помощник, который будет накачивать педаль тормоза и удерживать ее. И приступаем к прокачиванию. Накачиваем педаль тормоза, делаем несколько качков, удерживаем педаль, откручиваю. Педаль упала. Зажал. И повторяем. Накачиваем педаль тормоза. Удерживаем. Даем команду. Откручиваю. Открываем штуцер прокачки. Зажал. Накачиваем педаль тормоза. Делаем несколько качков. Удерживаем педаль. Зажал. Делаем несколько качков педалью тормоза. Удерживаем и откручиваем штуцер прокачки. Жидкость уже без воздуха. Зажимаем. Поджимаем штуцер. Достаточно. Так, снимаем трубку прокачки. Устанавливаем датчик тормозных колодок на место. И защелкиваем его в тормозной колодке. Фиксируем датчик тормозных колодок и закрываем крышку штуцера прокачки.
И устанавливаем на место пыльники направляющих суппортов. Верхний и нижний. И устанавливаем колесо на место. И выравниваем уровень тормозной жидкости в бачке. Делаем уровень тормозной жидкости между минимумом и максимумом посередине. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До встречи на канале. Всем пока.